Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня, в преддверии 8 марта, я хочу сделать для вас расклад на тему, которую просят очень многие мои подписчики в комментариях и в личку пишут мне сообщения. Посмотреть тему, поздравит ли он вас с этим прекрасным праздником. Конечно, со стопроцентной гарантией никто ничего гарантировать не может вам, потому что будущее предсказать на 100% невозможно. Можно сделать лишь прогноз. Обстоятельства могут измениться. Но все-таки давайте посмотрим, что этот мужчина сейчас там себе думает, собирается ли поздравить и есть ли такая вероятность. Будет у нас 3 варианта. Первый, второй, третий, зеленое, белое, синее сердечко. 3 колоды. Это колода Таро Небо и Земля, Таро Альфонса Мухи и Арканум. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант, тот, который вам приглянулся больше всего. Я пока эти 2 варианта уберу в сторонку. И начинать будем с варианта номер 1. Зелененькое сердечко. Давайте смотреть единички, что там за мужчина по этому варианту, что он думает, есть ли желание вас поздравить и есть ли вероятность того, что поздравит. Колода Таро Небо и Земля. Дно колоды у нас вышло, смотрите, какой материальный успех. Но этот аркан о том, что здесь идет энергообмен в этих отношениях, безусловно. Есть вероятность и есть риск даже того, что, возможно, вы больше вкладываетесь или вкладывались в отношения, может быть, перекормили этого товарища своими энергиями, своим вниманием, своей любовью. В общем, здесь идет вам как подсказка сразу, что обратите внимание на энергообмен в вашей паре. Дай бог, чтобы он был равноценным, равноправным, но все-таки обратите на это внимание. Не вкладываетесь ли вы больше в эти отношения, чем сам мужчина? Теперь давайте самого мужчину посмотрим. А что за человек? Ага. Его отношение к вам сейчас. Императрица. Человек низкоресурсный, человек, который сейчас может находиться или же в стесненных, сложных материальных обстоятельствах, или же здесь речь идет еще о том, поскольку дальше вышли прям вы рядышком с ним, императрица, речь может быть о том, что, допустим, вы с ним можете быть или в расставании, или у вас есть проблемы в отношениях, и он чувствует недостаток как раз ваших энергий. Он как будто просит сейчас, в этом раскладе нам такую информацию передают, он просит ваших энергий, он просит вашей любви, вашего тепла, вашей заботы. То есть у него есть недостаток в ваших ресурсах, в ваших энергиях. Мужчина сам по себе сейчас находится в низкоресурсном состоянии, кто-то из ваших мужчин в кризисном даже состоянии. Как по финансовой стороне, по финансовой сфере, так это может быть и в отношении женщины, плохо без женщины. Или же, может быть, вы прекратили его так уж прям кормить, как нам на дне колоды показали, вот она такая, щедрой рукой дает ему массу всевозможных благ. А сейчас, возможно, лавочку вы прикрыли, или что-то вот в этом плане происходит. То есть ему мало вашего внимания. Он испытывает недостаток ваших энергий, вашей любви, возможно, вашего поклонения, вашей преданности. Здесь мужчина в таких энергиях. Отношение к вам замечательное, очень хорошее. Здесь даже, я не знаю, можно очень долго говорить по аркану императрица, но кто такая императрица? Это венец творения, по сути. Это лучшая женщина в мире. Жена, мать, в первую очередь хозяйка в своей империи, еще и великолепная любовница, шикарная, абсолютно сексуальная женщина, очень самодостаточная. У него отношение к вам такое. Для многих из вас здесь может быть так, что это ваш муж, потому что императрица очень часто выходит именно в отношении мужчины к вам, как когда нам показывают, что это ваш муж. Или человек, который в вас видит свою жену. Ту женщину, с которой он создавал бы свою империю и управлял бы вместе с ней ею. Отношение серьезное к вам. А ситуация между вами, как ее видят сейчас высшие силы? Какова ситуация между вами? Довольно напряженная. Здесь есть конфликтность, здесь есть, может быть, это ваш внутренний конфликт, его тоже внутренний конфликт. Здесь есть резкость, здесь есть, возможно, даже ревность, какая-то колкость, холодность. Здесь может быть слежка, мужчина может за вами следить, наблюдать, чего-то выжидать. Вы тоже можете быть
окружены такими энергиями, вы, возможно, где-то его можете отслеживать. И взаимно-конфликтные такие энергии. Порой и вы, и он себя несколько незрело в этих отношениях ведете. Достаточно напряженную ситуацию показали в отношениях. То есть гармонии здесь на данный момент не показали. Собирается ли вообще мужчина вас поздравлять с 8 марта? Если это у него в планах, да, в планах это есть. И он практически уверен в том, что он вас поздравит с этим праздником. Что бы ни было, как бы ни было, вместе, не вместе, но мужчина этот вас хотел бы поздравить. Считает, что это прекрасный, замечательный праздник, и вы императрица. Кстати, для тех, кто в серьезных отношениях с этим мужчиной, в брачных, или у вас длительные, серьезные, глубокие отношения, особенно здесь играют эти арканы, очень отыгрываются очень глубоко, яркими красками разными, прям переливаются. То есть очень серьезные энергии, хорошие, позитивные. Мужчина хочет вас поздравить. А есть ли вероятность того, что этот мужчина вас все-таки с 8 марта поздравит? Вы себя, пожалуйста, не настраивайте на это. Еще раз повторяю, что это лишь прогноз. Ну, двойственно, конечно, здесь у нас вышло сейчас. Это двойка жезлов. Для части из вас да, для части из вас, возможно, нет. Не зря я сказала, не нужно настраиваться слишком на ответ, потому что, ну, здесь действительно так. Мужчина хочет вас поздравить, но пока еще у него нет окончательного решения. Нет окончательного решения. Я бы сказала, что вероятность очень высокая того, что мужчина поздравит. Особенно, кстати, здесь еще хорошо будет эта история для тех, кто находится на расстоянии с этим мужчиной. Возможно, у вас роман по переписке, или вы просто сейчас с ним на расстоянии. В общем-то, я бы сказала, что да. Но здесь, во-первых, он не очень так спешит это сделать. То есть он не будет, скорее всего, рано утром встал и быстренько вам писать это сообщение. Возможно, даже опоздает с этим поздравлением. Или же, ну вот нет здесь такой спешки прям, как будто мужчина только об этом и думает. Утром встал, быстро вам пишет сообщение со смайликами, с поцелуйчиками, со всем остальным. Он как будто еще находится в каком-то таком ленивом размышлении, неторопливости. Но вероятность того, что поздравит этот мужчина, очень высокая по первому варианту. Вот такой у нас получился первый вариант. Переходим к варианту номер 2. Беленькое сердечко. И это колода Таро Альфонсо Мухи. Приветствую вас, двоечки. Будем сейчас разбираться с вашей ситуацией, с вашим мужчиной. Хочет ли он поздравить, поздравит ли, какие видят вероятности и возможности карты Таро в вашем случае. Тоже смотрим дно колоды, и здесь нам показывают вас. И причем здесь королева мечей. Вы можете находиться в достаточно такой жесткой позиции. Можете очень конкретно, хладнокровно сейчас мыслить, принимать решения, такие, которые, возможно, раньше вам были недоступны. Вы закалены, безусловно, опытом отношений с этим мужчиной. Возможно, у вас предыдущий опыт здесь есть. То есть вы женщина опытная и уже весьма-весьма разумная. Не зря говорю уже, потому что чаще всего королева мечей на дне колоды, как комментарий, как фон расклада, это именно о том, что женщина умная и опытная. И сейчас это не та женщина, которая расплывается в эмоциях, тает, как снег, как снежинки на руках от его легкого дыхания. А такая женщина, которая не позволит себе лапши на уши навешать. Такая женщина, которая умеет сказать правильные слова в правильный момент, умеет принять правильное решение, умеет отсечь ненужное. Вот вас показывают сейчас такой. А что за мужчина? Какой здесь у нас сегодня мужчина? Паж кубков. Эмоциональный, влюбчивый, может быть, моложе вас возрастом. Если мужчина моложе вас, то наверняка ваш вариант.
Ну, может быть, конечно, он и не моложе, но он такой мальчишка в душе. У него есть необходимость, потребность влюбляться, необходимость испытывать эмоции. В чем-то где-то он даже наивен, когда влюбляется. То есть объект своего восторга он наделяет несколько даже порой неадекватными чертами. То есть преувеличивает достоинство объекта своего поклонения. Такой эмоциональный достаточно человек, очень даже эмоциональный. Не знаю, как он это проявляет или нет, вам виднее, конечно, далеко не всегда. Человек, который является эмоциональным, умеет эти эмоции проявлять. Но в душе мальчишка здесь. Мальчишка. Как к вам относится этот человек? Отношение к вам. Ну, тут душевная боль, здесь переживания. Сейчас, вероятнее всего, у вас не все ровно, не все гладко. Треугольник у очень многих из вас может быть по второму варианту. Вполне возможно, что у вас здесь или проблемы в связи с этим есть, или же, в принципе, у вас не все ровно. Даже если нет треугольника, у мужчины почему-то слезы на глазах и сердце, видите, пронженное 3 мечами. Кто-то, возможно, третьи лица участвует в вашей истории, или же просто душевную боль сейчас мужчина испытывает. Сердце его болит и плачет. По какой причине вам, наверное, виднее? Расклад смотрит большое количество людей, у каждого причина будет своя, но отношение к вам сейчас вот такое, весьма и весьма непростое, как будто у него ранено сердце. Что-то его очень сильно волнует. Очень-очень-очень. Как видят ситуацию между вами сейчас высшие силы? У вас есть чувство взаимное, и у вас есть прошлое с этим мужчиной. Для многих из вас этот мужчина может быть вообще из ваших прошлых воплощений. В этом воплощении, в этой жизни, когда вы его встретили, когда вы с ним познакомились, когда вы начали отношения, у вас могло быть ощущение, что это ваш родной человек. И такое ощущение, оно не зря у вас возникло, потому что вполне возможно, вы действительно имели связь с этим мужчиной в прошлых воплощениях, и вы могли быть близкими и родными людьми, может быть, родственниками, или же любящей парой влюбленных, или же просто близкими людьми. И здесь вы его узнали. Вы просто узнали, почувствовали эту теплую родную энергетику. Как видят ваши отношения? Здесь есть чувства, здесь есть взаимные чувства. И они очень искренние, они очень красивые и прошлое. В прошлом вы были однозначно счастливы с этим мужчиной. Не знаю, как сейчас все сложно, по крайней мере, с его стороны. А в прошлом у вас были минуты невероятного счастья. Бабочки в животе наверняка тоже были. Для многих из вас может быть так, что у вас даже дети общие есть с этим мужчиной. Конечно, не обязательно, но это еще и детский аркан, аркан деток. Самое главное то, что я вам сказала. Это родной человек, вы для него, он для вас. По ощущениям. По крайней мере, так было в прошлом. Как сейчас? Ну, сейчас уже все несколько сложнее. Хочет ли этот мужчина вас поздравить? Вообще планирует ли вас поздравить с 8 марта? Человек этот, чтобы между вами не было, давайте-ка добавлю, чтобы посмотреть. Да, он постоянно о вас думает. Постоянно. И вот эти мысли поздравить, не поздравить. А как она отреагирует? А что будет потом? У него горячий коктейль сумасшедших мыслей в его голове по этому поводу, потому что он на самом деле не знает, как поступить, но его так сильно к вам тянет, у него такая к вам привязка, у него такая нереальная, сумасшедшая просто к вам тяга, и вы постоянно в его голове. Постоянно. Мысли о вас не уходят из головы ни на секунду. В том числе и мысли о том, а надо ли вас поздравить, а поздравлю ли я ее, а как это сделать лучше. В общем, здесь сейчас идет борьба разных начал в его душе. Но желание, конечно, горячее, очень горячее желание поздравить вас есть. Именно по той причине, что вот этот мужчина по второму варианту, он просто жить без вас не может. И ничего с этим поделать не может. Даже если сейчас есть сложности. И какие-то такие моментики, в принципе, тяжелые. И для вас, и для него. Ну, это так. Есть ли вероятность, какова вероятность того, что он вас все-таки поздравит? И есть ли такая вероятность? Да.
Да, конечно. Почему? Давайте спрошу. Ну, этот мужчина вас любит. Давайте начнем с этого, и это самое главное. Да, здесь очень высокая вероятность, я бы сказала, практически 100%, что этот мужчина вас поздравит. Именно по той причине, что здесь искренние, очень яркие чувства, и этот человек, несмотря ни на что, даже если вы с ним в расставании, он все равно сможет переступить через свою гордость, гордыню, через какие-то особо, знаете ли, незначительные вещи. То есть он считает вас гораздо более ценной, чем все остальное, чем какие-то недоразумения, чем его интересы. И он может здесь, конечно, вас поздравить. Здесь практически стопроцентная вероятность. Интересный получился у нас расклад второй. Горячие такие энергии вышли. Теперь переходим к раскладу номер 3. Синенькое сердечко и колода Таро Арканум. Приветствую вас, троечки. Давайте посмотрим теперь вашего мужчину. Что за человек? По третьему варианту некая нерешаемая затянувшаяся ситуация. Здесь или вы можете быть ждуном, или мужчина, в принципе, чего-то не решает, очень важного для вас. Здесь аркан вышел такой, что девушка ждет урожая, уже давным-давно урожай должен был созреть, уже зима на пороге, а плоды все никак и никак не нальются соком и спелостью. Собрать их невозможно, потому что они будут кислые, горькие. Вот о чем речь здесь идет. Что-то похожее на это происходит в ваших отношениях. Вы можете долго чего-то ждать, неких плодов и результатов этих отношений, и ничего в итоге не получать. Также по третьему варианту здесь может быть ситуация длительного, допустим, расставания. И вы можете ждать, что мужчина вас поздравит. Ожидать можете этого. Поздравь меня. Хотеть этого, не хотеть, неважно. Но ожидание у вас того, что это должно произойти, может произойти. Здесь все-таки есть. А какой мужчина по третьему варианту? Яркий, страстный мужчина, для которого страсть равняется любви. Мужчина пришел, увидел, победил, очень быстро загорается любовью, страстью. Страстью. Любовью это я громко сказала, потому что рыцарь жезлов, он обычно загорается страстью. И это касается не только отношений с женщинами, а вообще любой сферы его жизни. Может быть, на расстоянии от вас мужчина, очень часто по рыцарю жезлов это бывает. Ну, конечно, абсолютно не обязательно. Здесь просто мужчина вот такой. Страстный, яркий, харизматичный, интересный, интересующийся жизнью. Такой, идущий вперед, не стоящий на месте. Ну и, конечно, страсть здесь прям вот превыше всего для него, для этого человека. Как оборотная сторона медали, как не очень радующее качество этого мужчины, оно заключается в том, что такой человек может очень быстро загораться, но далеко не каждый факел такой загоревшийся будет долго гореть. Порой очень быстро сгорает, перегорает. Так что здесь так вот двояко немножко. Как он к вам относится? У вас было много проблем в отношениях, возможно, и сейчас есть. Он считает, что вы многим, мягко говоря, недовольны, считает, что, возможно, он действительно вам причинял боль, поступал с вами не очень хорошо, сам может переживать, тоже копаться в себе и считать, что вы где-то в чем-то были очень даже неправы. Очень многие из ваших мужчин считают, что вы такая женщина драмы. То есть вы многое преувеличиваете. Из мухи слона порой делаете. Можете мозг ему выносить своими претензиями. У него вот такое сейчас отношение к вам. Не знаю, почему так вышло, вам, наверное, виднее. Но здесь это не просто так. То есть если вы действительно в этих отношениях себя чувствуете не очень-то комфортно, этому есть причина. То есть без причины этого быть не может. Но он считает, что вот так, что вам тяжело в отношениях с ним, вы постоянно имеете какие-то претензии, страхи, переживания, вы, возможно, не зря я сказала, из мухи слона делаете, слишком преувеличиваете проблемы, которые есть. А как видят ситуацию между вами сами высшие силы карты Таро? Но есть тут у вас чувства. Кстати, вот здесь вот об этом человеке
Третий вариант. Здесь может быть точно человек, с которым у вас были отношения, но вы их завершили, или же они сейчас двигаются к завершению. Но для очень многих из вас отношения завершены. Но было интересное, очень яркое, очень красивое прошлое. Здесь была такая любовь, влюбились, прям вау, и он, и вы. Здесь не просто бабочки в животе, здесь такой фейерверк эмоций был. И казалось, он единственный, неповторимый, лучше не бывает. Ну, в общем, и он также о вас считал. Здесь было нечто такое очень фееричное. И еще, знаете как, даже если вы с ним расстались, то ситуация между вами такова, что прошлое настолько у вас яркое и настолько оно держит вас обоих, что в любой момент у вас может быть возрождение. Здесь вот вышло именно для тех, кто расстался больше или кто находится на грани расставания. То есть после этого расставания забываются все обиды, прощаются все сложные вещи, которые были, а они однозначно были. По третьему варианту здесь непростой у нас человек вышел, и отношения тяжелые, сложные. Но забывается это все, и вы можете, и вы, и он можете сделать первый шаг для того, чтобы восстановить отношения и начать с чистого листа. То есть в этих отношениях вы можете переживать циклы. Вы можете расставаться и вновь сходиться. Расставаться и вновь сходиться. Вот такая ситуация. Кстати, тоже может быть ваш кармический, может быть связь из прошлого, из прошлых воплощений. И давайте теперь спросим, он хочет вообще вас, намерен поздравить вас? Хочет? Да, этот мужчина хотел бы. Независимо от того, вместе или расстались. Хотел бы, даже не просто хотел бы, а, возможно, подарок какой-то подарить, или прям очень хорошо, мощно поздравить, или, возможно, даже с подарком. То есть намерения у него такие есть, у этого человека. Более того, если вы с ним в расставании сейчас, то он хотел бы начать с чистого листа. Он хотел бы, чтобы судьба дала вам шанс на то, чтобы вы отношения восстановили. Ну, вот такие вот у него сейчас мысли и намерения. Интересно, у нас сегодня во всех трех вариантах мужчины намерены. Ну вот посмотрим, как это отыграется в реальности. После 8 марта увидим, конечно. Какова вероятность того, что этот мужчина может вас поздравить? Вероятность высокая, очень высокая. Несмотря на все противоречия, которые сейчас в его душе, безусловно, есть. Несмотря на вашу достаточно, возможно, жесткую позицию сейчас. В общем, здесь вероятность очень высокая, что мужчина вас поздравит. И это будет по той причине, что мужчина к вам действительно испытывает искренние чувства. Вот что есть, то есть. Да, мужчина страсти, но никто не исключал эмоциональный момент. Поэтому здесь огромная, высокая вероятность того, что мужчина вас поздравит с 8 марта. Даже если вы в расставании, у нас смерть здесь вышла не зря. Но знаете еще, как здесь идет? Несмотря на это, и даже если вы с ним вновь начнете с чистого листа, отношения с этим мужчиной, они не будут простыми. Да и если и не начнете с чистого листа, если вы с ним не расставались, а продолжаете пребывать в отношениях, но по какой-то причине у вас есть сомнения, поздравят или нет, да? Так вот, знаете, что это поздравление может послужить поводом для вашего примирения или же потепления отношений. Но отношения с этим человеком, они не будут простыми. Отношения с этим человеком всегда будут довольно сложными. По той причине, что, во-первых, две очень сильные личности, во-вторых, у вас много все-таки есть таких вещей, по которым вы не стыкуетесь с ним. Здесь нет, я не вижу такой пары, которая гармонично выстраивает отношения. И в прошлом я не вижу этого, ну как бы и на будущее тоже. То есть имейте в виду, что если вы хотите с ним быть, прекрасно, замечательно, но проблемы здесь, конечно, останутся. Возможно, в будущем вы сможете их решить. Но страсти здесь очень много. Огня, эмоций и вот все, что я увидела, я вам передала. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Поздравляю вас с наступающим прекрасным весенним праздником любви и красоты, 8 марта. Желаю всем, чтобы ваши любимые вас поздравили, чтобы подарили вам подарки, чтобы те, кто находится в расставании, у кого есть некие проблемы в отношениях, чтобы все проблемы разрешились, чтобы все проблемы ушли в прошлое. И те, кто хочет встретить новую любовь, чтобы встретили новую любовь в ближайшее же время и были по-настоящему счастливы. Всем счастья, любви, гармонии и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные, до следующего расклада.